Привет, друзья! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем подводные просторы, где обитают самые странные и необычные морские существа, о которых вы, возможно, никогда даже не слышали. От ярких и экзотических рыб до причудливых моллюсков и других загадочных морских существ. Каждый из них обладает уникальными особенностями, которые заставляют нас задуматься о том, как много еще неизведанного скрыто в океанских глубинах. В этом видео мы познакомим вас с колобоцентротусом, бородавчатым солнечником, осьминогом дамбо, крабом йети и другими необычными представителями подводного царства. Приготовьтесь к погружению в мир, где реальность превосходит фантазию. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь давайте начнем. Большерот или пеликановый угорь. Большерот, вероятно, одно из самых странно выглядящих глубоководных созданий. Из названия уже можно понять, что эта рыба обладает ртом весьма незаурядного размера. Угря с большой головой можно встретить в умеренном и тропическом поясе всех океанов на больших глубинах от 500 до 3000 метров. У него длинное до 60 сантиметров тонкое тело без хвостового и брюшных плавников, лишенное чешуи и плавательного пузыря. Причем пасть составляет треть от общей длины тела и отличается растягивающейся глоткой, как у пеликана. Остальное, угреобразное тело, плавно переходит в хвостовую нить. При передвижении пеликановый угорь активно использует свой длинный хвост. Этот хвост снабжен маленькими щупальцами, которые генерируют ярко-красные вспышки. Такой светящийся аппарат пеликан использует для привлечения добычи. Огромный рот и желудок, который также способен очень сильно растягиваться, позволяет большероту проглатывать намного большую добычу, чем он сам. Все-таки размер имеет значение. Колобоцентротус. Ракушкой, найденной на пляже, вы никого не удивите. А что, если вы найдете мокрый фиолетовый шар, покрытый крупными чешуйками, игриво переливающийся в лучах солнца? О нет, это не ракушка, а настоящее живое существо – колобоцентротус. Это род морских ежей, которых обычно называют ежами-черепахами из-за их чешуйчатого панциря. Вместо острых шипов тело этих ежей покрывает плотная чешуйчатая броня. Размер колобоцентротуса небольшой, всего около 6 сантиметров. Из-под панциря выступают многочисленные ножки, которыми еж столь мощно присасывается к камням, что отцепить его будет очень сложно. Все вполне логично, ведь колобоцентротус встречается у берегов Австралии, Филиппин и Гавайев, в местах, где море очень неспокойно и волны бьются о скалы. А такая физиологическая особенность позволяет морскому ежу удерживаться там, где другие животные устоять не смогут. Малорота, макропинна или бочкоглаз. Кто это? Инопланетянин под водой? Нет, это изумительная рыба с головой, напоминающей прозрачное стекло. Это единственная рыба в мире, имеющая прозрачную голову. Она была открыта и описана в 1939 году. Однако фотографии живой рыбы и более точные данные о ней были получены лишь в 21 веке. Бочкоглаз встречается в умеренных и субарктических водах Тихого океана в северном полушарии на глубине от 500 до 800 метров. Самые крупные особи достигают 15 сантиметров в длину. Тело покрыто большой темной чешуей, плавники большие и широкие. Зачем же бочкоглазу нужна прозрачная голова? Чтобы хорошо видеть, ведь за прозрачной оболочкой у него располагаются глаза. Если на них попадает свет, они станут зеленым благодаря специальному веществу, которое выступает фильтром для светового потока. Так рыба распознает в кромешной тьме все происходящее не только перед собой, но и над ней. Бородавчатый солнечник. Это странное животное живет до 140 лет. Почему? Потому что может. Это рыба-панк, которой плевать на все законы природы. Бородавчатый солнечник – активная хищная рыба. Она нападает на креветок, головоногих и мелких рыб. Рыба имеет сжатое с боков ромбовидное тело, покрытое мелкой чешуей с плавниками. Максимальная длина тела 68 сантиметров. Бородавчатые солнечники распространены во всех океанах южного полушария. Наиболее многочисленны в водах у юга Африки и юга Австралии.
Как правило, молодые особи уходят на глубину до 1000 метров. Здесь они проводят первые 25-30 лет, пока не станут половозрелыми. Им торопиться некуда, впереди длинная жизнь. Взрослые рыбы кучкуются у подводных кратеров и холмов на глубине до 1300 метров. Бородавчатые солнечники прекрасно себя чувствуют на километровой глубине, а их огромные глаза позволяют им видеть в почти полной темноте. Именно поэтому этих рыб можно поймать, и о них крайне мало известно. Кальмар-поросенок или Helicocranchia pfefferi. Прозрачное светящееся существо, неподвижно парящее в кромешной бездне, это необычный головоногий моллюск – кальмар-поросенок. Вид известен еще с 1907 года, но впервые фотосвинюшки в естественной среде получили совсем недавно, в 2019 году. Кальмар-поросенок обитает в Атлантическом и Тихом океанах. Молодые особи водятся на глубине от 100 до 200 метров. По мере взросления эти животные опускаются ближе к дну океана, на глубину 1000 метров. С увеличением возраста и глубины кальмар становится красноватого цвета. Кальмар-поросенок получил свое прозвище за внешнее сходство с маленькой свинкой. На первый взгляд кажется, что это не настоящее существо, а добрый герой мультфильма. Но на самом деле у него не настоящая улыбка. Это только хаотичное и случайное расположение пигментных пятен. По форме тело кальмара напоминает каплю воды, на котором имеются щупальца, напоминающие чуб. Ну чем вам не свинка Пеппа? Пушистая кива или краб йети? Ученые таки нашли йети. Правда, не двуногого, а другого подводного йети. И поверьте, он не менее интересный. Впервые краб йети был обнаружен в 2005 году недалеко от точки Немо. Место, где находят свое последнее пристанище вышедшие из эксплуатации космические аппараты. Краб обосновался на глубине более 2 километров в непосредственной близости к термальным источникам. Зашкаливающее давление, температура местами подскакивает до 400 градусов, вода – котел из химикатов. Не самые благоприятные условия для жизни, верно? Но крабу йети нормально. Как вы уже наверняка догадались, прозвище йети-краб получил благодаря густому белому меху, покрывающему его клешни. Хотя это не совсем мех, а особые щетинки, усеянные бактериями, которые служат в некотором роде фильтрами, очищая воду и помогая крабу добывать пищу в условиях полной темноты. Размер краба невелик, около 15 сантиметров. Тело имеет светло-кремовый оттенок и практически лишено пигмента. А глаз у мини-йети полностью отсутствует, ведь на такой глубине они просто не нужны. Осьминог дамба или Гримпотефтис. Это самый симпатичный зонтичный осьминог. Его можно встретить в прибрежных водах Австралии, Новой Зеландии, Филиппин, возле Азорских островов и северо-западного побережья США. Чаще всего осьминог обитает на глубинах около 400 метров, но может в поисках пищи опускаться на глубины от 3 до 4000 метров. Это абсолютный рекорд в глубоководных погружениях среди осьминогов. Почему же его называют дамба? Потому что у него есть плавники на голове, похожие на уши, как у слоненка Дамбо из диснеевского мультфильма. Эти уши, которые на самом деле являются плавниками, осьминог используют для изменения направления движения. Моллюск имеет размер не более 30 сантиметров, хотя некоторые экземпляры могут достигать 1,5 метра в длину. Тело осьминога дамба на ощупь напоминает студенистую массу, очень мягкую, гибкую и эластичную. Единственная твердая часть тела – клюв, на вид напоминающий клюв попугая. Но не очаровывайтесь, ведь этот милый осьминог является хищником. В его рацион входят моллюски, морские черви, креветки и мелкие рачки. Хотя, возможно, это самый милый хищник, которого мы видели. Черный живоглот. Черный живоглот относится к отряду окунеобразных и имеет размер 15-25 сантиметров. Эта маленькая рыба является глубоководным хищником. Она встречается по всему миру в тропических и субтропических водах на глубине от 150 до 3900 метров. Но вы себе не представляете, какой у нее огромный аппетит. Живоглоты решили не заморачиваться такими вещами, как поиск подходящей по размеру добычи. Они глотают все, что шевелится, и могут употребить внутрь рыбу в 10 раз превышающую их собственный вес. Как такое возможно? Все благодаря подвижным костям, смещающемуся сердцу и животу в виде резинового мешка.
Природа создала живоглота таким образом, чтобы его скудное питание на больших глубинах могло компенсироваться редким, но большим куском пищи. Растянутый живот после сытного обеда становится почти прозрачным. Можно разглядеть, кто на этот раз стал жертвой обжоры. Но иногда чрезмерная жадность может сыграть злую шутку. Когда добыча слишком велика, она не может перевариться и начинает разлагаться в желудке. Затем выделяется газ, который и выталкивает живоглота на поверхность, словно раздутый шарик, и рыба гибнет. Обыкновенная луна-рыба. Если посмотреть на этого представителя подводного мира, то трудно сказать, что это рыба, а не какой-то другой зверь. Ее тело напоминает форму диска или же обычную тарелку, но размеры впечатляют. Вес рыбы-луны может достигать 2-3 тонн, длина 2,5 метров. Несмотря на размеры, это существо абсолютно безвредно, у него даже нет зубов. Питается рыба-луна планктоном, плывущим мимо. Ей даже плавать лень, в основном рыбина лежит на поверхности воды и медленно шевелит плавниками. У рыбы нет плавательного пузыря, чтобы поддерживать плавучесть. Функцию этого органа выполняет слой жира. В целом это довольно неуклюжее создание. Кстати, самое тяжелое из всех костных рыб. Рыба-луна встречается в тропических и умеренных водах всех океанов, на глубине до 800 метров. Большую часть времени она проводит в водных глубинах, изредка выплывая на поверхность, чтобы поднять температуру тела, а также для того, чтобы другие рыбы или птицы помогли ей избавиться от паразитов. Скорпена амбона. Вы узнаете ее из тысячи, и не по глазам, а именно по бровям. Но давайте обо всем по порядку. Скорпена амбона – донная рыба, названная в честь индонезийского острова Амбона, где ее открыли в середине 19 века. Водится она в прибрежных водах Индийского и Тихого океанов, в Красном и Желтом морях. Выразительная внешность скорпены – просто произведение искусства. Рыба умеет менять цвет, подстраиваясь под окружающую среду, и даже периодически линяет, словно змея. Все тело скорпены укрывают ядовитые шипы, которые помогают рыбе защищаться в случае нападения. Шипы увеличиваются при малейших тревожных звоночках. Кстати, их яд настолько сильный, что способен за несколько мгновений убить человека. Скорпена – малоподвижный, скрытый хищник, который залегает на дне, зарывшись в песок, и подстерегает добычу. Когда потенциальный перекус проплывает мимо, она вдруг делает резкий рывок и буквально втягивает ее в себя. Убийственная красотка. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и обязательно делитесь с нами в комментариях, какое морское животное произвело на вас самое яркое впечатление.